Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников, и я снимаю видео для своего канала на YouTube, в частности про автомобильные эксплуатационные материалы. Сегодняшняя тема — тормозная жидкость. Что хотелось бы сказать. По сути, тормозная жидкость является из такой большого раздела технологические жидкости, о чем я уже говорил в своем предыдущем видео о охлаждающей жидкости. Ссылки, соответственно, будут в описании. Но прежде чем начать основную часть данного видео, хотелось бы сказать то, чтобы не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, пишите комментарии по поводу этого видео, предыдущих видео, предложения о будущих видео, предложения и замечания, ну и так далее. Также, пожалуйста, не забывайте ставить пальцы вверх, чтобы оценивать мою работу. Мне будет это очень приятно. Также добавляйте ко мне в различные соцсети. Я лично этому буду очень рад. Также обращайте внимание на подсказки, которые я оставляю в видео в начале, середине и в конце. И поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Вот. Также, пожалуйста, не забывайте про то, что я говорю скажем так, о технической литературе, которая прилагается к вашему автомобилю. Потому что ведь далеко ее пишут не неучи или необразованные люди. Вот. Тем более, когда речь идет о советских автомобилях и советской литературе в целом. Ведь при Советском Союзе было намного лучше. То есть объясняли информацию. Даже я вот читаю, иной раз мне встречаются книги, технологические книги, вот связанные с автомобилем и так далее, я реально заметил то, что там реально как-то понятно объясняют, нежели сейчас. Ну, обо всем по порядку. Перейдем же к основной части данного видео. Поехали. Тормозная жидкость служит для передачи усилий от педали тормозного механизма до полной остановки. Ну, что хотелось бы еще сказать, то что данное изображение наилучший показатель данной темы в целом. Да, конечно, хорошо, если вот текст и к нему, соответственно, картинка или даже небольшой видеофрагмент. Но я так подумал, посмотрел по интернету, но как можно показать тормозную жидкость в целом, как бы так получше, поинтереснее. Но из более такого подходящего я нашел только это. Прошу сильно, не ругайтесь. Итак, перейдем же к основному части данного видео. Это требования к тормозной жидкости. Что же оно в себе включает? Это минимальное коррозионное воздействие на металлические детали. То есть, проще говоря, все подвергается коррозии, то есть металл. Вот, так эти же жидкости не должны вызывать, так сказать, ускоренную коррозию. Итак, не вызывать разрушение различных деталей. Это увеличение времени кипения, увеличение физической и химической стабильности, увеличение смазочных свойств. Но это, скажем так, более так по-научному. Я же объяснил в двух словах и покороче. То есть вот тормозная жидкость, она не должна провоцировать в первую очередь коррозию трубопроводов, по которым текет, собственно, эта жидкость. И все. Вот, дальше. Тормозная жидкость на касторовой основе представляет собой растворы спиртов и касторового масла. Обладает хорошими смазочными свойствами, не вызывает разрушения различных деталей. Вот. А также тормозная жидкость на глюколеновой основе. Она ядовита, обладает хорошей низкой температурными свойствами, легко смешивается с водой, но не теряют рабочей стойкости. Ароматические жидкости. Что такое? Это маловязкая
маловязкие масла, которыми заполняют гидравлические амортизаторы. Ну, про амортизаторы я буду рассказывать в будущем в устройстве автомобиля. Вот. Ну а сейчас остановимся на, скажем так, тормозной жидкости. Должны обладать следующими свойствами. Это хорошей смазкой, увеличенной антикоррозионностью, уменьшенной времени застывания, увеличенной стабильностью, достаточной вязкостью. Основными показателями качества это вязкость. При температуре минус 20 градусов Цельсия напряжение должно составлять больше или равно 800 квадратных миллиметров в секунду. При температуре плюс 100 градусов Цельсия напряжение равняется где-то от 35 до 6 целых градусов квадратных миллиметров в секунду. В состав ароматизированных жидкостей входят присадки, о чем я уже многократно говорил в одних из своих предыдущих видео. Ссылки, соответственно, будут в описании про присадки. Вообще, еще хотел бы сказать, я уже, в принципе, об этом уже говорил, то, что я планирую прям взять отдельное видео про присадки. Как вы уже заметили, мои, скажем так, подписчики, которые чаще меня все смотрят, то, что присадки, они встречаются везде. Вот. Где-то там, где-то в маслах, где-то в жидкостях. Вот. А я хочу сделать прям целое видео на эту тему, так сказать, поподробнее проникнуть в эту суть присадок. Ну, обо всем по порядку. Итак, значит, противоокислительные, увеличение температуры застывания, также увеличение смазочных свойств. Ну, в общем, все, что хотелось бы сказать в данном видео. Да, тема, конечно, очень короткая, но очень важная. Прошу это помнить. Вот, ну, если, проще говоря, прям про самую основу, то, что тормозная жидкость является очень такая химическим элементом. То есть жидкость, скажем так, состоит из одних сплошных химических элементов, содержаний и так далее. Вот, и поэтому порой отработавшую тормозную жидкость используют в качестве ВДшки, W40. Если ВДшка предназначена для того, чтобы, скажем так, снять коррозию, ну, чтобы отворачивать те или иные болты, крепления и тому подобное, вот, то еще используют вот эту вот работающую технологическую жидкость. А почему? Потому что, грубо говоря, она, ну, та же, как и ВДшка, работает. Только если ВД-40 работает, скажем так, на 100%, то отработающая тормозная жидкость, скажем так, работает на 50%. Вот, но это, скажем так, такой маленький совет, наблюдение или лайфхак, как сейчас по-разному называют. Во всех соцсетях называют одно и то же действие по-разному. Ну, на этом все. Еще раз хотелось бы сказать, что, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал, пишите комментарии. Если есть у кого-то какие-то замечания, предложения об этом видео, о предыдущем видео, о будущих видео и так далее. Также ставьте, пожалуйста, палец вверх. Это будет очень приятно для меня. Также добавляйтесь ко мне в различные соцсети. Я лично этому буду очень рад. Также обращайте внимание на подсказки, которые всплывают в видео в начале, в середине, в конце видео. Также поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Вот. И еще раз хотел сказать о
книгах, которые прилагаются к автомобилям с завода-изготовитель. Прошу иной раз поглядывать туда, ведь далеко ее пишут не дураки. Вот. Ну а на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.